после одного из моих мастер-классов возле меня образовалась куча людей молодых. Они задали вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы делать что-то по-другому. Вот вы стали таким. Я говорю, 1 секунду, вот прямо сейчас бери и делай. Если быть честным, я не верю, что бизнесу можно обучить каким-то алгоритмам. Бизнес — это просто отражение твоего внутреннего «я». В какой-то момент я написал как миссию своей школы, что бизнес — это просто способ взаимодействия с окружающим миром. Я точно верю, что можно научить человека выстраивать правильные отношения с окружающими людьми и с самим собой. Хочешь с этой ситуацией немножко поглубже разобраться? Ну да. Тогда скажи мне, в чем проблема? На тренинге ты берешь ответственность за того человека, который приходит к тебе, и твоя задача создать полностью максимальные условия для его личностного развития. Другого способа нет. Как только ты выходишь из тренингового зала, уже ответственность полностью на тебе. А здесь есть те, кто был на мастер-классе 3 недели назад. Я рассказывал про это, помнишь? Ну еще раз послушай. Признаюсь честно, было потребительское отношение к людям, которые работают со мной, только за деньги. Я проходил этот период. Но его можно кардинально поменять на другое, просто благодарить человека за ту минуту, которая находится рядом с тобой. Я каждую секунду ловлю себя на этой мысли, что эти два состояния, то есть состояние осуждения или состояние принятия, это является просто еще одним ключевым навыком, которому нужно учиться, которому учим на тренинге, которому я учусь. Когда ты его принимаешь, ты с ним можешь говорить, делать его мини-соучастником своего бизнес-процесса, он тебя понимает, он видит вовлеченность. То есть можно осуждать, можно принимать. И когда ты принимаешь человека и благодаришь его за то, что он 8 часов своей жизни как минимум проводит с тобой, будь то уборщица, или будь то оператор, или твой бухгалтер, или заместитель, у тебя по-другому выстраиваются интонации, ты по-другому на него смотришь, у тебя по-другому выстраиваются взгляды. Но понимать, дышать и слышать, когда в такой энергии ты разговариваешь с человеком, ему хочется идти за тобой, он понимает, что просто за бездушным зарабатыванием денег есть какая-то идея. Вот это сегодня бы сделать, чтобы мы уже я даже завтра воскресенье, я могу уже некоторым рассылку сделать с приглашением. Хорошо. Ну все, давай, я на связи, обнимаю тебя. Удачного дня. Лет 10 назад я столкнулся с огромным дефицитом внутренней энергии и физического упадка сил. Я думаю, что самое важное — это начать с внутренней дисциплины. И мой путь был в том, что я начал держать свое слово. Это было мега сложно. Касаемо моего хобби, это дзюдо, это очень редкая дисциплина. Это к вопросу об энергии, к вопросу о поднятии энергии. Это действительно та сфера, которую словами просто не передашь. Формируется дисциплина внутренняя, умение дышать, выстраивать энергетические центры, образ мыслей. Взаимодействие с мастером, то, что вообще никак не передать, никакими аттракционами, алкоголем не подменишь это взаимодействие. Точно так же и в бизнесе. То, что мы видим, окружающее, гостиница, такси, все что угодно, любой бизнес, за ним кроется какая-то энергия, которую вкладывает владелец бизнеса, то, что ты не можешь увидеть. Я думаю, что каждый человек заботится о том, чтобы у него была полноценная любящая семья, которая измеряется не в количестве людей, которые находятся рядом с тобой, а в качестве каждой секунды, которые действительно дают тебе заряд энергии, здоровья, наполняют смыслом твою жизнь. Когда мне удается поговорить с успешными людьми, которые заработали деньги в социальном уровне, богаче, чем я в несколько раз, но при этом у них нет отношений в семье, я понимаю, какая боль за этим стоит. Но человек просто не признается в этом. А когда ему задаешь вопрос, тебе 60 лет, и через 40 лет тебе придется уйти из этой жизни, о чем ты будешь сожалеть, тогда начинаются откровенные разговоры. Но для чего ты живешь? Для того, чтобы еще одну виллу построить? Если у тебя отношений нет с женой и с детьми, смысл в чем? Я
делюсь тем, что я прошел, то, что я прохожу. Поэтому в тот момент я дал себе слово, если возвращаться к нашим первым вопросам, я дал себе слово, что я буду это делать. Он результат своего собственного пути, своей собственной системы развития личности, которую он сейчас преподносит. У него есть собственные ресурсы счастья, которые он вкладывает в эти тренинги. Он сам тренируется и тренирует других людей, а не просто говорит теоретические данные. Это та деятельность, которая меня мега наполняет. Я готов это делать вот просто круглосуточно. Вот я рад, что я нашел это дело в себе и готов отдаваться ему всецело.